Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я расскажу вам об одном из действенных энергетически мощных обрядов, как отливание. Отливание от негативных магических воздействий – очень древний ритуал. Он незаменим для лечения болезней, сглаза, испуга, порч и других недугов, а также для открытия финансовых дорог, чистки и открытия чакр. Отливать принято на убывающую луну. Отливки – это энергозатратная процедура, отнимающая много сил у мастера. Также опытные практики знают о риске принять на себя негатив, снимаемый с клиента. Поэтому во время отливок необходимо поддерживать себя молитвами и святой водой. Отливками убирается все. Главный вопрос – кто льет? Тут важен не столько метод, сколько сам мастер и силы, которые за ним стоят. Для отливки используют свинец, олово, воск и другие материалы. В данном видеоролике я расскажу вам, как лично я работаю с воском. При отливке требуется соблюдать определенные правила. Использовать только натуральный пчелиный воск. В некоторых целях экономии, либо по своей неопытности, используют обычный парафин, но я настоятельно не рекомендую его применять, так как с ним вы не получите желаемого результата. За несколько дней до ритуала, как мастеру, так и клиенту рекомендуется держать пост. Перед началом обряда мастер создает себе защиту, используя церковные свечи. Проводить можно как при личном присутствии человека, так и по его фотографии. Если используется фотография, то на фото человек должен быть только один и в полный рост. Чем свежее фото, тем лучше. Фотография кладется под емкость с водой. Если человек присутствует лично, он садится перед мастером, лицом к двери, ноги и руки не должны быть скрещены. Пока на живом огне растапливается воск, проговаривается нужный заговор, например, этот. Снимаю слова лихие, порчу, приворот, заклятие и проклятие, ветреное и дверное, громкое и шепотное, с кровью и без крови, родственное и чужое, старого и малого, тайное и явное, скрытое и открытое, всякое, чем ведун хвалится и о чем молчит, шепотом говорит и о чем кричит, вчерашнее и давнешнее, в глаза и за глаза снимаю всякое заклятие, порчу, приворот и всякое проклятие с него сошло, на воск перешло. Слово мое не перебить, не сломать. Как я сказала, так и будет. Аминь. Надо хорошо понимать, что в каждом индивидуальном случае должна быть четко оговорена определенная проблема, которую необходимо убрать, а не общее название воздействий. Затем растопленный воск выливается в чашу с водой. Лить нужно достаточно медленно, вытягивая с поля человека негативную программу. Техника выливания воска приходит с опытом. Многие моменты словами не опишешь. В итоге из воска должна получиться своеобразная лепешечка, гладкая с внешней стороны. Внутреннее же наглядно демонстрирует, какого рода и в каком количестве на человеке присутствует негатив. У здорового человека она похожа на цветок, лежит крупными волнами. А вот пузырьки, шишечки, наросты или фигурки говорят о воздействии или внутреннем негативе. Чем они крупнее, тем хуже. Если вы все сделаете правильно, отливка будет улучшаться с каждой последующей. Однако сеанса обычно мало, поэтому отливки проводят 3-5 дней подряд, а в некоторых случаях и весь убывающий лунный цикл. После обряда мастер обязательно читает молитвы и благодарит те силы, с которыми он работает. Друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на них находится внизу в описании.